1941 год. Вторая мировая война в самом разгаре. Города уничтожаются бомбардировками. Миллионы солдат сражаются на фронтах. Мир стремительно погружается в хаос, из которого, кажется, нет выхода. Но представьте, что прямо посреди войны появляется человек, способный остановить целую армию в одиночку. Человек, который может создать 1000 воинов за секунду. Наруто Узумаки. Смог бы он остановить войну? Или стал бы самым опасным оружием в истории? После 4-й войны шиноби мир наконец обрел покой. Наруто гуляет по Конохи и думает про то, как здесь прекрасно. Как вдруг в небе появляется аномалия, пространство искажается и его втягивает в портал. Наруто появляется в самом центре разрушенного незнакомого города. Вместо пения птиц он слышит оглушительный рев моторов и свист падающих бомб. Земля содрогается от взрывов, а воздух пропитан гарью и криками ужаса. Он видит людей с оружием, но без чакры, и не понимает, что происходит. Его размышления прерываются отчаянным плачем женщины под завалом рухнувшего здания. Он спасает ее одним движением и осознает страшную правду. Здесь идет война. Но где он? На какой стороне? Он не знал этой географии, не знал этих флагов, но он слишком хорошо знал этот взгляд. Взгляд людей, потерявших все. Немецкие войска атакуют город. Мирные жители не успевают эвакуироваться. Наруто решает вмешаться. Он создает десятки клонов, которые помогают людям. Враги в шоке. Они начинают стрелять по Наруто, но он чакрой останавливает их атаки. Самолеты атакуют город. Наруто активирует режим Курамы и прыгает в высоту. Уничтожает двигатели и направляет обломки подальше от города. Наруто видит разрушенный город и понимает, даже с его силой он не может быть везде одновременно. Он спасает один город, но в другом в это время погибают 1000. В радиоперехватах всех штабов начинают появляться безумные сообщения. Неизвестный солдат в одиночку остановил продвижение целой дивизии. Он движется быстрее самого быстрого истребителя, и его невозможно убить ни пулей, ни снарядом. Он создает сотни копий себя и покрывается непробиваемым щитом из чистой энергии. На полях сражений его начинают шепотом называть «оранжевым призраком войны». Одни считают его спасителем, другие — угрозой страшнее любой армии. Наруто мгновенно становится живым мифом, легендой, внушающей трепет. Разведки всех мировых держав бросают лучшие силы на его поиски, пытаясь разгадать секрет его мощи. Немцы бросают в бой элитные части, используя тяжелую артиллерию, танки и сотни опытных солдат, чтобы уничтожить помеху. Но Наруто просто создает армию клонов и с пугающей легкостью отражает их яростные атаки, не проливая лишней крови. Он видит бесконечные разрушенные города и невыносимое страдание людей по обе стороны баррикад и решает остановить этот глобальный конфликт самостоятельно. Он действует вне политики, уничтожает военные заводы, парализует линии снабжения, останавливает танковое наступление и спасает 1000 обреченных людей. За считанные дни он становится самой мощной и непредсказуемой силой на всей планете. Лидеры стран понимают, если Наруто захочет, он может захватить планету. Простые солдаты, видя его милосердие и мощь, перестают видеть смысл в продолжении этой кровавой бойни. Враги понимают, что победить такую силу невозможно, и страх перед абсолютным могуществом заставляет их сесть за стол переговоров. Война заканчивается на годы раньше. Миллионы жизней спасены от неминуемой гибели. Война закончилась не победой одной из стран. Она закончилась капитуляцией человеческого эгоизма. История показывает, что технологии могут уничтожить мир. Но только человек может остановить круговорот ненависти. Возможно, истинные герои нужны не только в мире аниме, чтобы развлекать нас с экранов. Возможно, этому миру всегда будет нужен кто-то, кто никогда не сдается и всегда протянет руку помощи. Напиши комментарий, Даттебайо, как тебе сюжет и что хочешь увидеть в следующих видео.